Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за прямыми эфирами и нашими встречами с Игорем Мосейчуком. Он на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители. Друзья, всем большое спасибо, что подписываетесь. Подпишитесь на Мосейчука, его телеграм-канал, ютуб-канал. И, конечно, следите за новостями там, потому что они такие, эксклюзивные. В общем, поговорим, немного коснемся взглядов на происходящее и даже некоторых шпионских страстей и скандалов. Но об этом позже. Как всегда, QR-код, который возле меня, это возможность непосредственно задать вопрос в первых рядах на сессии вопросов и ответов. Также клуб зрителей, закрытый клуб зрителей «Шелест» к вашим услугам. И сообщество YouTube. Там можно оставить вопросы заблаговременно. И чат-трансляции мы подключим вживую, так сказать. Пообщаемся с аудиторией. Единственное, что нужно отметить, что у Игоря Мосейчука есть хорошая, добрая традиция. Он берет рубрику ваших вопросов и дает на них ответы на своем канале. Поэтому милости прошу, как говорится, если даже мы не успеем какой-то вопрос пройти, не беда. Ответы будут найдены 100%. Ну а сейчас я прошу, собственно, ответ на вопрос нашего сегодняшнего эфира. Он звучит так. А кто вместо «з»? Варианты. За, бу, пу, пох. Лишь бы не он. Вот такой игривый сегодня опрос, но он же навеян достаточно серьезными, я так понимаю, ко Дню независимости, да, вот этими цифрами, которые группа «Рейтинг» собрала, которая партии, которая, вот, собственно, Залужный сейчас выходит и школу комментирует. Кто вместо «з», Игорь Владимирович? Тот, кого изберет украинский народ. Главное, чтобы выборы были честными, прозрачными, демократическими и свободными. Я категорически отметаю один из вариантов, который у вас прозвучал, потому что этот человек не может баллотироваться в президенты нашей страны. Все остальные варианты могут быть рассмотрены. Главное, чтобы люди поумнели, я надеюсь, что поумнели, потому что после такого кровопускания, по-другому это назвать нельзя, Александр, не поумнеть как бы тяжело. Ну, смотрите, этот вариант появился не потому, что кто-то кого-то избирает, большая часть Украины, да, так случилось, что у них вместо Зеленского, скажем так, президент соседнего государства, которого там принято называть агрессором, но что-то все реже и реже мы слышим такую формулировку. Тут не в выборе дело, да, тут дело в данности, и с этим многим приходится жить. Но тут же другой момент возникает. Внезапно, неожиданно, 2 дня назад Зеленский сказал, что там, оказывается, наши люди, представляете, и на Донбассе, и в Крыму. Очень интересно развиваются события геополитические в том плане, что как-то замяли, заболтали вопрос, наверное, один из ключевых, обмен территорий. Почему? Смотрите, Александр. Я глубоко убежден, как и до этого убежден был. Никакой мир, никакие мирные решения Зеленскому не нужны. Они выстраивают мощную диктатуру, они строят все под себя, им нужна война. Они будут говорить: нет обмену территорий. Или будут говорить, вы слышали, да, как переобуваются в воздухе. Мы готовы выйти с Донбасса, но только если будут гарантии, войдут иностранные войска. То есть заранее проговаривают то, на что не согласится Москва. Он будет выдумывать, выкручиваться, выворачиваться, как угодно. Никакой мир ни Зеленскому, ни его зеленым гнидам не нужен. И это очевидно для всех, и все это понимают. Вопрос у меня сейчас следующий. Что в ближайшие 2 недели предпримет Дональд Трамп?
Почему у меня этот вопрос? Потому что я, когда посмотрел последнюю его пресс-конференцию, да, где он там рассказывал о успехах своей дипломатии с Россией, и что тут ничего не клеится, у меня склалось четкое понимание, что он будет пытаться завести Зеленского на заклание. Как это будет происходить? Я ж не сотрудник Белого дома. Есть три кнута. Три основных кнута, которыми может, воспитывая наших зеленых гнид, пользоваться Дональд Фредович Трамп. Первый – это санкции за коррупцию, за расследование, за плеяда всего, что происходит. Ездят сейчас как неприкаянные руководители на БУСАП по Европе, говорят там спасите, помогите. А тут возьмут и услышат. Может такое быть? Может. Возьмут и этим европейцам, которые ездили зеленую задницу защищать, возьмут и покажут кино с квартиры Миндича. Это я говорю так условно. Или расскажут о титановой сделке, которую, кстати, и спекуляции на Титане, которую, кстати, расследовал детектив, который сейчас в СИЗО в Лукьяновском сидит, Руслан Магомед Русулов. А потом возьмут, расскажут, вот, смотрите, вот. И все, и сдуются мерцы, стармеры. Потому что когда речь идет даже о гарантиях, личных, да, гарантиях, то они касаются чего? Не дать уничтожить вражеским спецслужбам, там, еще что-то, да, но никак не от коррупции. От коррупции никто никаких гарантий не дает. Это первый батог. Есть второй батог – легитимность. И об этом активно говорят в Москве. Мы слышали Лаврова, да, который сказал, встретиться? Да, де-факто мы понимаем, что он там руководитель. Но юридически нет. А представьте себе, что этот тезис начнет озвучивать Вашингтон. Батог? Батог. Ну и третий. Помощь. Они ж привыкли, присосались к этому бюджету там, США, европейцев, оружию, все. А как без этого? Третий батог. Поэтому я думаю, что мы все же к финалу наближаемся. Не зря вы поменяли за спиной расстрельную стенку на туннеле, где там свет там в конце. Ну, знаете, это дело такое. Вообще, если честно, уже как бы надоедает всегда эти все перемены. И, ну, не шибко от хорошей жизни, давайте так. Но мы все понимаем, что чем ближе к концу, тем безумнее власть придержащая, тем безумнее решение. Однако, Трамп, если, как бы, давайте остановимся на этом, что Трамп ведет на заклание Зеленского. Окей, ну так заклание какое-то, смотрите, какое классное. Тут приезжают немцы, шведы, все дают миллиарды. Сегодня вот гости были из Британии, причем знакомиться привели. Там тот, который сейчас докомандует последние дни армии британской, привел своего преемника, ну, следующего. И вот они сидели, там, обсуждали, Сырский, вот это. Картинка знатная получается. Однако, сегодня офис генпрокурора, отвечая «Украинской правде», сказал, что 250 тысяч СЗЧ с начала военного положения.
Однако мы видим вот эти... Уголовных дел, не СЗЧ, криминальных проваджень. Ну, то Это есть, большая разница. можем, ну, x2 можем, ну, x1,5 точно. Ну, имеется в виду, давайте, а может и Да, да, x2. да, да, да. 400. Вот как от Вова Бойко, ну, Владимир Бойко, он очень четко дал цифру 400. И я к ней склонен. И вот вы понимаете, в чем дело? И тут есть еще, понятное дело, там цифры потерь, которые там хакеры чего-то взломали со стороны Российской Федерации, да, вот это опубличили. И их никто не опровергает особенно. Ну, как бы так никто, ну, там, ну, да, ну, какие-то потери. И это все демонстрирует, что народу плевать на положение дел с силами обороны. У Зеленского все хорошо, то есть вот сейчас прорыв в Днепропетровской области, там несколько сел, и они вот это вот, горячая картошка, перебрасывают информацию. Ой, захватили паблики осинтовские, Deep State говорит, там 2 села в Днепропетровской области. Выходят спикеры направлений, ой, нет, не захватили. То есть все создают вот эту картинку, и вроде как и война себе идет и идет, а Зеленский все потужнее и потужнее, деньги выделяются и выделяются, визиты на высшем уровне идут и идут, поэтому какое-то такое специфическое заклание. Игорь Андреевич. Смотрите, я сказал, мне кажется, что у него не будет другого выбора, ну, у Трампа, как вести Зеленского на заклание. Пока не ведут. Но вы верите, что эти все лидеры приедут, если покажут вот эту всю коррупцию и покажут ее американцам? Да, На, на, да. сам- на Вы знаете, самом почему? А знаете почему? почему? Потому что, простите, за последние только дни два жутких, опубличенных, с деталями, с подробностями, с фотографиями, простите, не для слабонервных, убийства ТЦК, да ненормально все, с правами человека, все хорошо. Да им плевать на все эти проблемы и Не, уголовные дела. подождите, им правильно вы говорите, им плевать на жизнь украинцев, хоть 20 убьют ТЦК, хоть 22, хоть 222. Им без разницы. Вы тут, я с вами согласен абсолютно. Но я вам хочу напомнить. Вы помните один из эпизодов дебоша в овальном кабинете? Это когда Венс начал показывать как раз эти фотографии, ну, бусификации, да, вот, помните, да, этот момент? Ну, не показывать, он говорил, я знаю. А то Да, Зеленский я же начал говорить, знаю, там приезжайте в какие-то... Украину, посмотрите. Говорит, так я вижу, Да, что да, да, происходит. да, Да. да, да, да. Так вот, когда это все произошло в Белом доме, вы помните, как они все один поперек другого в своих пабликах начали удалять фотографии Зеленского? Ну, я Да. имею в виду этих европейских лидеров. Поэтому, поверьте, если об этом скажет Дональд Фредович, ну или Венс хотя бы, ну понимаем, да, то есть Америка скажет, то они вот так прибегут и скажут, какой Зеленский, не видим никакого Зеленского. Они ж бегают, как собачки, туда-сюда. Сейчас они пытаются через Зеленскую ввести свою игру. Потому что Трамп показывает, как по мне, пока слабость. То есть он не ломает то, что очевидно, и что работает против него тараном, ну, на платформе антитрамп. Я имею в виду Зеленского. И имея эти три кнута, которые в доступе у него прямо вот как в этого Карабаса на столе лежат, что этого Буратино можно загонять за 2 минуты. Смысл происходящего сейчас – это зеленые гниды and company бегут быстрее достраивать диктатуру. Кто-то попутно думает, нифига не выйдет, но урву что-то. Ну, вынесу с хаты, хата горит, вынесу с хаты, там, отнесу в какую-то Испанию солнечную, ну или еще куда-то там, буду потом жить.
а кто-то строит диктатуру, а кто-то параллельно, ну, одно и другое осуществляет. Они тотально пытаются взять под контроль все. История с взятием под контроль НАБУ и САП, она не закончилась. Она продолжается, только в уголовных процессах. Я когда читаю сообщения этих спичрайтеров Банковой, которые пишут на тему продажи конопли в Дагестан, у меня истерика, понимаете, начинается. Мне кажется, я даже не знаю, в 37-й мы вернулись год или куда. Папа детектива. А с конопли порох делают. Ну, вы представляете, сколько ж конопли надо с Украины вывезти, чтобы в России пороха наделали? Вот. И они это на полном серьезе продают людям. То есть их пропагандисты, они это продают людям. НАБУ сами виноваты в ситуации, в которую они пришли. Я их абсолютно не защищаю, не отбеливаю. У них своих минусов вот Я так. хотел бы, смотрите, Но. я хотел бы вас прервать, знаете, смотрите, давайте придумаем какие-то другие названия. Ну, для нашего сегодняшнего разговора, не в принципе, для нашего разговора. Потому что, смотрите, есть служивые, ну, легавые, ну, короче, псы Банковой, да, а есть птенцы Вашингтонского обкома. То Ну, есть конечно, это, конечно. вот в чем суть. Понимаете, когда мы говорим НАБУ и САП, люди, ты уже сколько можно, СБУ, они друг за другом охоту объявили. Вы абсолютно, я принимаю это, вы абсолютно правы. Существуют две структуры, три даже, созданные Вашингтонским обкомом, и существуют цепные псы режима. Почему они сцепились? Потому что в определенный момент Дональду Фредовичу сказали: слушайте, Дональд Фредович, мы там в Украине содержим за счет нашего бюджета, внимание, НАБУ и САП не просто птенцы, как Александра говорит, Вашингтонского обкома. Они кормятся с Вашингтонского обкома, им денежку платят с бюджета государственного департамента, не USAID какие-то, ну, чья какая-то фигня, прямо Госдеп на поддержание борьбы. Хорошо это или плохо? Плохо для суверенитета, но когда они дают миллиарды, и с этих миллиардов миллионы, сотни миллионов воруют, ну, очевидно, что они хотят хоть что-то понимать, что происходит, не говоря о том, чтобы отследить. История этого противостояния – это уникальная история. Я вник глубоко в нее, она началась не вчера, не позавчера и даже не позапозавчера. Вот эти все шабунята и вся вот эта публика, они ж не договаривают основных вещей. Как все пришло на квартиру Миндича? А пришло очень просто. Есть такая преступная группировка господина Гмырина и Синиченко, которые возглавляли, курировали фонд госимущества. Они известны по одному делу, и подозрения, ну, им дали по этому делу. Это дело связано с Одесским припортовым заводом. Но существует еще одно дело, которое расследовал именно Руслан Магомед Расулов и его, ну, подчиненные. Это дело касается объединенной горно-химической компании. Это предприятие, которое было там часть государственная, часть под контролем Фирташа, часть забрали. Возникло государственное предприятие ОГКХ.
ОГХК. Вот оно возникло, они поставили туда директора. Я дико извиняюсь, сейчас у многих может шок, произойти. Особенно в тех, кто в Украине, находится. Дело в том, что это предприятие вырабатывает титановую губку, ильменит, которая используется на 100% в военной промышленности. В гражданской авиации, но основная цель – это военный ВПК. Так вот, эти парни, которые вот Турция недавно писала, турецкая газета, Мырин сидит сейчас в Эмиратах и устраивает по 50 миллионов в месяц зеленых денег там. Зеленых не от цвета зеленых, а от цвета корпоративного гнида этих. Значит, они берут и через чешскую прокладку, я его всегда опубликовал этот контракт, через чешскую прокладку продают ильменит, продают титановую губку в Российскую Федерацию. Вдумайтесь, в Российскую Федерацию. Ну, нормально, чего. Из нее там делают. В России титана нехватка страшная, сразу говорю. Чтобы никто не говорил, именно этого редкоземельного металла в России не хватает. С этого ильменита делают ракеты, а баллистика, допустим, вот вдумайтесь, баллистика только с использованием титана. Это специалисты скажут. Делают военную технику, делают боеприпасы, ракеты, все. И по голове шарах Киеву, Львову, Днепру, Покровску, Одессе, всем. То есть, вдумайтесь, зеленые гниды продают ильменит, с ильменита ракеты и ракетами по голове. Это, с этого началось расследование. И вот оно шло, потом они этот объединенный горно-комбинат химический продали. Тоже уникальная история, Александр. Мало кто об этом. Вообще, вот посмотрите, где Шабунины эти все. Все молчат. Как продали? Вот я хочу у депутата Железняка, он же там правдоруб у нас большой, я хочу спросить, а не хотите рассказать, как продали? Правительство принимает постановление изменить порядок оценки предприятий, которые идут на приватизацию. Раньше на приватизацию, когда шло предприятие, конкурс, оценочная компания, в суде можно оспорить, все, не надо ничего. Оценка теперь делается так. Берем за последний год, если предприятие убыточное, по ней делаем оценку и продаем. Значит, взяли, поставили директора, который год работал, загонял предприятие. Остановил один из карьеров, там где химический титан вырабатывает, который в касках используется, в дезодорантах, более широко используемый. В Житомирской области. Останавливает добычу, предприятие, все. Естественно, обрушивается прибыль, и они продают без конкурса, без торгов азербайджанскому концерну, близкому к Алиеву, за 1% от стоимости реальной. Стратегические недра берут и возьмите. Может кто-то поверит, что не прошло там никаких денег, зачетов, перезачетов.
все по-честному, я не верю. Я бы... Это, это все документировалось, Смотрите, вот этот что шло титановый... и пришло в квартиру известную Вот, Миндича. вот этот титановый сговор как элемент, да, мы вообще, конечно, никто не знает, что там в этой квартире, да, ну, то есть наговорили, и как это будет дальше использоваться. Но меня интересует другой момент. Вот только что мы сейчас в прямом эфире, друзья, поставьте лайк, пожалуйста, 19:45 на часах. Зеленский вышел, ну, со своим обращением традиционным, говорит, что на эту неделю контакты с Турцией, странами Персидского залива, Европы, которые могут быть площадкой для разговоров с русскими. Ну, он говорит, с нашей стороны все будет максимально готово, чтобы закончить войну. Вот такой посыл он дает, Зеленский сегодня. Ермак сегодня в Дохе. Ну, кажется, что вот эти деньги, след которых уже, ну, там, унюхан, пытаются Он там, перепрятать. да. Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать. Понимаете? Вот. Поэтому вот эти 40 миллионов, кстати, у меня вопрос. Вот вопрос компании адвокатской к высокому суду Лондона и Уэльса. А не хочет суд вызвать и допросить двух людей? Сергея Шефира и Владимира Зеленского. А где 40 миллионов, которые вам Коломойский перечислил? Деньги вроде бы по меркам миллиардов, которые на Титане, ну и на других вещах украли, и небольшие, но приватовские. Ну где деньги? Во всем мире это называется укрывательство активов и преследуется уголовным кодексом. Это, ну, если господина Боголюбова вызывают в лондонский суд, да, дать показания, где активы, говорят, если ты не приедешь, ты укрываешь, то чем Боголюбов отличается от Зеленского и Шефира? Они что, элеем помазаны? Или как это, Александр? Понимаем, да? То есть фактически мы имеем дело просто с циничными мразями, которые не гребуют торговать стратегическим сырьем, которым потом бьют по нашим городам, частям, военным, гражданским, предприятиям, по всему. А ты, Иван, иди воюй. А тебя вытащат с бусика в Смилей и забьют насмерть. Потом И скажут, ты скажут, сам в окно, нет, ты сам скажут, в окно выпрыгнул. сердце разболелось, умер. Да, Синяки, не, а это сердце. ровно умер, а там выбросился в окно. Ну да, Понимаете? этот тренер по брейкдансу выбросился в окно, просто решил Да, на ходу. да, притом это моих знакомых еще и кум. Это самое, то есть, ну, мы понимаем, что это человек вменяемый, не жизнь самоубийством не собирался заканчивать, понимаете, да? То есть, ну, убили человека, а сами торгуют ильменитом с Россией, который летит на голову. Кому-то рассказать скажут в дурдоме. Это опять же к тому, о чем вы говорили. Когда, если будет воля Белого дома, это все покажут. Покажут, как с Америки выплывали суда с оружием, которое перегружалось прямо на островах в океане, шло картелям, а наши чиновники приезжали и подписи ставили. Да, продавали не наши, ну это правда, продавали американцы, но подписи-то ставили. Ну а как? Это традиция украинская. За долю малую. Чего? Нормально. Ну, А, а я все... потом, вы вспомните, да, у наркокартелей оружие, а эксперты выходят, да что вы думаете, да как это с Украины, да это невыгодно, да это то, да это все, да не было никакой Украины. Был чиновник, который подпись ставил, и все. Игорь Владимирович, если мы все-таки попробуем сконцентрироваться на будущих переговорах, переговорных площадках,
Я, с вашего позволения, вообще не хочу заходить в тему гарантии безопасности. Вот потому что это сейчас кажется какой-то фантом, какая-то вот морковка для осла, понимаете? И все вот это идут за ним, чап-чап, чапают такие. Хуже, хуже, Александр, хуже. Вы правильно говорите о морковке. Это НАТО у нас морковкой, ну, все время было. Теперь гарантии. Ну, поменяли НАТО на гарантии. О гарантиях надо говорить тогда, когда мы четко понимаем, что мы останавливаем войну. Это раз. Во-вторых, как, ну, войска, ну, гарантии могут быть только согласованные, которые устроят все стороны, участники войны. Ну, или противостояние частично, частично, ну, мы войны. А вот эти все, это морковка, вот они все бегают. Во-первых, 90% не пришлют никаких ни воинов, никого. Во-вторых, мы на протяжении суток соберемся и решим, что делать. Или там еще, да бред это все. Надо останавливать войну. Надо реально заниматься собой, экономикой прежде всего, людьми, промышленностью. Да, конечно, содержать армию, ну это очевидно, это самое для, ну, для любого. Но армию, а то, что мы имеем, к сожалению, сейчас, вооруженные силы Украины, это с одной стороны героические подразделения, а с другой нагнанные, ну, через бусик люди, которых отправляют как мясо в топку войны, как дрова. И нам сейчас рассказывают. У меня был эфир недавно в одной коллеге, ну, на канале. И был эфир с представителем, с журналистом, с коллегой с Азербайджана. И он высказал такую замечательную вещь, поделюсь с вами, интересно. Говорит, смотрите, Россия-то как ослабла. Мы вот тут вжухали их, с Америкой договорились и с Кавказа их подвинули. А там у них еще там провал в Европе. А еще у них вот здесь провал. А еще вот там. А я его слушаю, говорю, извините, можно я вас перебью? А Украина и украинцы где в этой истории? Дрова, которые вы подбрасываете в топку войны, чтобы решить свою проблему с Карабахом, решить свою проблему с Ираном там или еще где-то. Мы что, расходный материал? Мы проигранные или как? Ну, видимо, да. Понимаете, Смотрите, по поводу расходного вот это материала. вот Очень, серьезная вещь. очень важный момент. Буквально вот когда начался наш эфир, об этом сегодня целый день писали, говорили, заявляли, вот это все, ожидания. Даже Гончаренко, депутат, троллил и подавал законопроект, чтобы мужчин выпускать всех за границу. В общем, Зеленский об этом говорил, и, в общем, и правительство, и обещали. Вот приняли решение. Значит, 18-22 года в этом промежутке вот можно теперь выпускать за Снять границу. ограничения на выезд. Вот все. Даже те, которые сейчас находятся за границей в этом ну, возрасте, могут свободно ездить туда-сюда. Об этом сказала Свириденко, написала у себя. Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после опубликования. То есть все, парни могут теперь возвращаться, выезжать, следуя ну, логике сообщения. Можно я в ходе программы, Александр, запущу опрос? Вот прямо сейчас запущу опрос. Ко всем зрителям нашим, которые за границей. Напишите сейчас в комментариях, кто из вас поверит этим зеленым иудам и приедет в Украину хотя бы на один день.
Я имею в виду ребят 18-22, да, ну, которым типа сказали приезжать. И вот напишите, Логика, что подождите, пишите в чате трансляции вот прямо сейчас, да, что вы думаете. Меня просто интересует, ну, смотрите, ведь мы же тут говорили, будет мобилизация женщин, будет планка возраста опускаться ниже, да, 25. А тут вот такое решение, ну, пожалуйста, хочешь, садись, уезжай, хочешь, там, возвращайся, призывать тебя не призовут. Это что? Это уступка вот этим мальчикам с картонками, которые ТЦКшников не боятся и выходят. смотрите, Александр, вы на очень правильном пути. Это не уступка. Я думаю, что сейчас мы увидим толпы парней, выезжающих с Украины. А за ними толпы их девушек, выезжающих с Украины. И зеленые гниды лишатся тех, кто вышел с картонками. Они их вытолкнут за пределы. Потом, кстати, можно будет отменить это постановление. И никто не приедет. А от картонки до желания за чье-то горло подержаться один шаг, вы же понимаете, да? А зеленое горло жалко, поэтому пускай едут, валят отсюда. И еще один момент. Это же не конец этой истории. Вы же видели провластный законопроект? В парламенте Венеславский and Company, то есть именно кость от кости власти, да, зарегистрировали законопроект, который они обещают в сентябре рассмотреть. Ну, то есть не откладывая в долгий ящик. В законопроекте есть один, тоже разрешает выезд, даже может и больше там по возрасту, но есть один хитрый момент. До сегодняшнего дня запрет на выезд за границу был незаконным. Ни один закон Украины не разрешает запретить выезжать за границу. Это было преступление, есть позовы в ЕСПЧ по этому поводу, они однозначно будут выиграны по окончанию войны. А теперь они хотят что? Взять законом, этим, что отпустила Свириденко ребятам, сказать, ну едьте, а остальных законом закрыть на ключик. Понимаете, в чем их хитрость? То есть двуличие, триличие, даже, ну я не знаю, вот эти истории с Ильменитом, с законом о выезде, ну это маски, знаете, это гротеск, театра гротеска, где меняются маски, вот 100 Зеленских и ему подобных. Понимаете? Вот все, театр все превращается в театр абсурда. И вот этот выезд – это еще один шаг к укреплению диктатуры. Сейчас молодежь это свинтит, а следом ключик закроется, ну, чтобы не ездили тудым-сюдым. И диктатура не будет иметь оппонентов, ну, нарванных, которые могут сегодня с картонкой, завтра за зеленое горло ухватятся, не дай бог. Зачем рисковать? Ну да, тем более они же креативные, там слова пишут разные, да, Да, на там мама картонках. на картонку выписала Рима, понимаете, Да. это самое, Ну да, зачем такой. это? Давайте, валите. Но тут же Да, возникает... валите вот там это самое, да, а там не намитингуешь, там надо будет работать, там выживать надо будет, там это, вот на это расчет. Диктатура строится, и все, кто думают, что какой-то сегмент жизни страны упускается, Александр, нет. Я бы Э, хотел
Да. Вот в этом контексте, в контексте там, ну вот смотрите, давайте тогда опускаться ниже по возрасту, то есть 18-22, представляете, с барского плеча. Все, выезжайте, все хорошо, отлично. Только с 17 надо стать на учет, военкомат. А потом в любой момент ключик повернут. Ну, то есть, а так, в принципе, да, можно уезжать, пересекать границу, возвращаться, ездить там на отдых, еще куда-то. Ну, только вопрос, откуда у 18-22-летних там, да, ну, такая, ну, Ездить туда, сюда, да. откуда финансы на отдых, там еще что-то, да, вот такие моменты. Тем более, что это конец лета, ну, как-то странно все, да, вот как бы это нужно было вбросить кость ради какого-то вот такого популизма. То есть начинается учебный год, да, вот если это студенты какие-нибудь, да, там высших или не высших учебных заведений. Но если опуститься ниже немножко, сегодня это, конечно, жесть новость. С 1 сентября в Украине могут закрыть школы, которые, ну, в которых учатся меньше 45 людей. А с 26 года, ну, то есть через год, да, менее там 60. То есть получается какая-то странная логика. Значит, в общем, отсутствие отчетности. Речь идет о сельских школах. То есть школы, которые в селе. Образование, мол, одного ученика становится дорогим, это 30 тысяч гривен, в некоторых селах 51 тысяча гривен, а в городе 24 тысячи гривен. Короче, пытаются каким-то образом обставить вот это сокращение. На самом деле тема непопулярная. Почему? Потому что даже вот там недоукомплектованные школы, когда закрывали в истории Украины, мы знаем, да, сразу это вызывает определенные протесты. Но тут внезапно, как черт из табакерки, почему-то YouTube-каналу «Новая украинская школа» дает интервью Залужный. И там перл на перле. Не знаю, удалось ли вам там посмотреть. Это, конечно, нечто. Значит, верба Калина уже надоела. Надо воспитывать всех на подвиге Азова. Запутался там несколько раз. То ли там плохая, ужасная система образования советская была, но в то же время вся наука военная осталась в Москве. В то же время говорит о том, что я там все взял, я успешный в своем классе был. Немножко так как-то вот вообще съехал с темы, когда говорит: ой, домашнее задание, в Британии нет домашних заданий, смотрите, как хорошо. А новая украинская школа — это каторга для родителей, потому что там большие блоки, объемные блоки домашних заданий. Короче, вообще не в своих санях оказался Залужный. Почему? Зачем ему это? На фоне, ну давайте будем откровенны, деградации образования и вообще системы школьного образования в Украине. Давайте по порядку. Первое. Оксана Лесового надо сократить. Не школы, а Оксана Лесового. Желательно в тюремную камеру. Потому что то, что происходит во время руководства Министерством образования этим вором, крадуном, я извиняюсь, крадуном диссертации, плагиатором и тому подобное, это преступление, и это надо называть вещи своими именами. Естественно, кто-то с пиарщиков решил вытянуть Залужного на тему образования, которая есть очень актуальной. Я готов дискутировать с Залужным по поводу новой школы и особенно по поводу англосаксонского образования, которое, мое мнение, разрушает наше национальное образование. Друзья, смотрите, что происходит? Вы помните вот дикие крики: мы должны, ну все, русский язык мы запрещаем, у нас одна державна мова. И вот эти шавки разномастные, разноцветные, они там не только зеленые, бегали, кричали. Помните дубляж фильмов, да? С русского на украинский, там все. Тут хоп, первый посыл.
Английские фильмы без дубляжа. Второй посыл. Английский язык второй государственный. Третий посыл. Давайте на латиницу перейдем. Понимаете, ну это ж полностью, полностью. Э, знаете, это мне напоминает, были у нас исторические персонажи такие, некоторые. Их имена там только делегации записаны. Когда одна делегация ехала царю чоботы целовать, там, чевапки, а вторая, а потом оттуда сразу в Варшаву целовать другие чоботы, понимаете? Вот это деграданты, которым абсолютно плевать на Украину, на украинцев, на украинский язык, на все плевать. Они готовы продавать туда, потом продавать туда, потом еще. Они буквально перед эфиром с одним из коллег разговаривал по поводу англосаксонского образования, которое навязывается и в Европе активно, и которое, ну, во-первых, одна из целей – это разорвать коллективизм в школе. То, что у нас культивировалась дружба между детьми, я думаю, нас смотрят многие родители из-за границы, и они знают, что перетасовывают детей, чтобы не дружили между собой. Каждый год меняют класс. Так, а как тогда воевать эти дети будут? Тут же, понимаете, в чем? Тут очень интересное вот вообще сочетание Залужного, которое рассказывает про героев Азова, как пример, да? Ну, вот пример патриотизма, потому что вы же вот это Колына, Верба уже это все, вот, давай, герой. Смотрите, тут же концептуально не совпадают эти пазлы, шестеренки не входят друг в друга. То есть, наоборот, нужно уделять время образованию, военно-патриотическому воспитанию, коллективизму и брать вот эти ненавистные, от которых открестились, плюнули в которых и забыли модели образования советские, ну, имеется в виду даже не образование, а воспитание скорее, да, воспитательного процесса. А если вы так намерены долго воевать. А так получается, школы закрывают, детей как бы под зад коленом в автобус трясись до какой-нибудь там районного центра, научат тебя, не научат, непонятно. С там 16 лет обязательно приди, поставят метку в ТЦК, с 17 на учет, и дальше ты уже воин. А потом, где они будут учиться коллективизму? В учебке? Я вам сейчас открою одну тайну, ну, приоткрою. Ее просто мало кто знает, мало кто говорит. Я думаю, Залужный сам этого, ну, как бы не знает. Дело в том, что те, кто создавали Азов, ну, в свое время, это высокообразованные люди, которые имеют докторские степени и не воровали ни у кого диссертаций, в отличие от министра образования. И как раз на коллективизме и воспитывали, ну, то, что потом как бы получилось. Поэтому с англосаксонской моделью образования это никак не согласовывается. Более того, каждый из них Тараса Бульбу считает эталоном литературного героя и патриотизма. Понимаете, да? Которого сейчас почему-то решили вообще со школьной программы убрать. Ну, я, правда, думаю, что в контексте последних заявлений нашего МИДа по Польше, то скоро Бульбу вернут назад. Нет, ну Бульбу-то могут вернуть назад, но там с бандеровщиной как-то не складывается. Слушайте, поскандалили так добренько. Сколько миллионов украинцев в А Польше будут выдыхать и это, выплевывать, отхаркивать вот эти, смотрите, скажем смотрите, так, моменты. смотрите, это все последствия. Знаете что? Может, скажу сейчас непопулярную вещь, но это последствия. Это последствия того, что всем в стране занимаются абсолютно необразованные люди. От
Оксаны Лесовые, которые украли диссертации, которые в своей жизни не написали сами ни одного труда, ни по какому направлению. Это И последствие того, дипломатия. что у нас у руля страны человек, который Да, не да, да. учился, а играл в КВН. Да, он не учился в школе, скурил на пеньке буква, кликуха чинарик в школе была и вообще все. Вот результат чинарика в этом всем, понимаете? Люди, которые не понимают в дипломатии, в образовании, в отстаивании каких-то интересов и так далее, они сейчас развалили все, что можно развалить. Но на развалинах это ж чисто, вы же помните, как там пели, весь мир до основания мы разрушим, да, а затем мы новый мир, ну это ж троцкистская история. Вот у меня четкое впечатление, что они идут этим путем. Они строят свой тоталитаризм. Санкции. Будешь много говорить, придем, убьем. Пугать тех, кто в Европе, тех, кто в стране, тех вообще на утилизацию или в бусики выпрыгнул, да, как этот тренер по брейкдансу. Они залазят, вот действительно, знаете, как гниды, они лезут во все щели. Залужный Ну, куда полез? ну, смотрите, Залужный идет в политику, это очевидно. Пиарщики такие себе, потому что я смотрел, мне мой там товарищ, доктор исторических наук, сделал там как раз по образованию его больная тема, понимаете, и по образованию повыдергивал вот эти ну, эпизоды и скинул мне там на 10 минут, потому что времени нету смотреть это все. Он не в своей тарелке. Но это все равно, что я бы сейчас комментировал балет. Приблизительно так это выглядело. Я не знаю, почему, кто, зачем вот эти все вещи делает. То фотографии в стиле непонятно каком, то фото на день рождения на беговой дорожке боремость, не знаю, с ожирением или с чем там борются. То новая школа, в которой войдите, ну, реально, ну, это же видно по интервью. Пытаться миксировать в ходе интервью то, что миксировал он, скрещивать этого ежика с удавом, чтобы получилось 10 метров колючей проволоки, ну, это не работает. Я понимаю задумку, но если вы задумали это, вы его хоть Нет, потренируйте. смотрите, давайте не задумку попробуем понять, а давайте попробуем понять и разобраться. Ну вот посмотрели на Залужного, есть уже возможность на него посмотреть и послушать. Это, ну, а чем он отличается от Зеленского? Ну, Ничем. ничем. Ну, тот с КВН играл, Ничем. тот строем ходил, маршировал. Смотрите, ничем не отличается Александр. Плюс до того, он говорил вещи абсолютно ну, он хотел, смотрите, он хотел показать. Я хочу понравиться Азову и тем, кто, ну, там, уважает, поклоняется, ну, понимает, да? И приводит их как пример. И тут же об англосаксонском, ну, образовании. Ну, это две вещи, ну, как Арктика и Антарктида. На букву А начинаются, но находятся на разных полюсах. Игорь Владимирович, фраза, цитата из интервью Залужного. Наша ментальность, наша особенность – это наша религия. Я хотел бы, с одной стороны, очень осторожно, а с другой стороны, а чего тут осторожничать? Ну, слушайте, все наблюдали прекрасно, как стирали плащаницы и кости мыли святым во время вот этих, скажем так, экспертиз, ревизий, инвентаризации в Киево-Печерской лавре.
Все видели прекрасно, как ровно как вчера вечером провисел около часа, может минут 40, этот пост представителя Украинской греко-католической церкви о том, что ой, людоньки добрые, возрадуемся, мощи святых из Киева-Печерской лавры едут теперь во Львов, в собор. Потом этот пост был удален. Ну, мол, смотрите, какое духовное единение украинцев, теперь вот святые, теперь, ну, в общем, от православных, вон они в греко-католическом храме, в общем, нормально. Но на самом деле возникает же какая-то лютая, очень тревожащая параллель. И она связана не только с окатоличиванием, да, ну, как каким-то там магистральным сценарием исторического какого-то рубежа, Унии. ну, там, унии, да, на стыке там, ну, будущим поколением, да. А существует же еще другая версия. Это полностью уничтожение православия на этой земле. Вы видели молитвенный завтрак, на котором Келок прибыл тоже уже с орденом Ярослава Мудрого, русского князя? Вы видели, кто там был собран? И, Русского. и, параллель... Через мягкий и знак. параллельно с этим многотысячные, ну вот такие крестные ручейки крестного хода, да, которые вот в Почаев пришли. Смотрите, Александр, тут я бы очень хотел, чтобы вокруг православия, вокруг христианства в целом, потому что я считаю, что это вообще сатанисты и троцкисты, и чтобы прекратились станции с бубнами, понимаете, с мощами, с перемещением мощи святых праведников Киево-Печерских никогда Печерскую лавру не покидали. Ну, это так, на секунду. Они то Илью Муромца везут на экспертизу в Лондон, то во Львов мощи везут, то еще что-то. Я скажу так, они, во-первых, в средине самого межцерковного, ну, будем говорить, общения, там происходят, ну, вещи, какие, ну, для меня они непонятны, как для верующего. А во-вторых, государство. Ну вот смотрите, вот эта же история с мощами, ну о которой вы говорите, это полностью чекисты в кожанках. Я помню, мне рассказывали очевидцы, когда у меня на родине с Морского Спаса Преображенского монастыря в Харьков вывозили мощи Афанасия Лубенского чудотворца. Это Афанасий Сидячий, константинопольский патриарх, не будем, это долго можно рассказывать его историю. Люди прибежали с косами, с топорами, ну, мощи забирают, святого забирают с их земли. Ехал чекист, который был в гостях у тогдашнего руководителя НКВД города Лубны. Руководителем был Медведев, который потом стал этим партизаном на Черниговщине. И вот он ехал, смотрит, вот это ж люди бурлят, красноармейцев не выпускают, все. Он подъехал, спрашивает у командира, что тут у вас? Ну вот люди бунтуют. Он говорит, ну сейчас я искуплюсь божарка и покажу, как с этим быдлом. Вот по сегодняшний день купается. Поэтому вера поругаема не бывает. Вопрос в другом. Вопрос в том, что хотят уничтожить, стереть и превратить народ без веры православной, без истории, без всего в быдломассу, в биомассу, которой легко будут управлять. Поэтому идет война с религией. Поэтому натравливают греко-католиков на православных, православных на еще кого-то. Разделяй власть. Более того, скажу, ну, дичайшая вещь, как по мне, вообще дичайшая. Патриарху Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарету 96 лет. Человек лег в Феофанию на плановый, Александр, на плановый
медицинский осмотр. Я сколько знаю еще митрополита, а потом патриарха, ну, Филарета, он каждый год ложился в Феофанию, у него там врачи, которые за ним смотрят все. Вы знаете, выходит этот представитель ПЦУ, Евстратий Заря, и говорим, почестный патриарх умирает, молимся за патріарха. Ну це якою скотиной надо быть? Для чего это делать? Понимаете? То есть, и вот это во всем. Голубцы в лавре, мощи перевернуты, Илья Муромец в Лондон, концерт там, в церкви, там с бубном поскакали. Нет, смотрите, это ведь принципиально важная вещь. Мощи православных святых в греко-католическом храме. Александр, еще раз говорю, да, в свое время я, используя связи, все доступные мне, и еще живой был городской глава Харькова Геннадий Кернес и другие доступные мне связи, в том числе в московском патриархате, как его тогда называли, да, я пытался договориться не просто забрать, вернуть мощи этого святого Афанасия Лубенского чудотворца с Харькова, ну, монастырь, да, где они хранились столетиями. И не дали даже привести. Понимаете? Нельзя перемещать. Нельзя. А я повторюсь, мощи святых праведников Киево-Печерских, они не покидали пределы Печерской лавры. Поэтому вот эта вся история, а передавать греко-католикам, католикам, ну это вообще поругание. Но я, по-моему, у вас в эфире это тоже говорил. У меня стойкое впечатление, что нас подводят к новой унии. Ничем хорошим это никогда не оканчивалось, предыдущие унии. Поэтому я думаю, что Бог должен уберечь нас от того, чтобы эти безбожники, потому что они безбожники, пошли по этому пути. Но, по-моему, визиты в Ватикан Зеленского и все другие вещи, они направлены как раз на унию, на создание униатской церкви, которая будет подчинена папе, ну и так далее, и так далее. Я просто вот в завершении давайте обсудим ситуацию на передовой, на фронте. Но мне вот почему-то мне так кажется, что карой будет не просто, ну, скажем так, саранча там, или какие-то пылевые бури, или что-то еще, а будет на фронте катастрофа. Карой за то, что, собственно, За делается. святотатство над мощами, да, я больше того скажу. Дважды подобную допускали красные большевики, мы имеем дело с зелеными большевиками, но дважды допускали красные. И первый раз это закончилось немецкой оккупацией города Киева и подрывом Успенского собора Киево-Печерской лавры, да, помним эти все моменты. А второй раз, это уже повоенный период был, закончилось селевым потоком на Куреневке, где тоже погибли киевляне и так далее, и так далее. Я скажу больше, Александр, это Киеву очень сильно угрожает, как городу, как месту святому, где находится Киево-Печерская лавра. Я скажу, ну, Александр, это страшные вещи. Давайте молиться, чтобы Бог не наказал наш Киев и наш народ за
прегрешение этих безбожников, тем более к народу, они как бы отношения никакого не имеют. Я думаю, вы видели этот пост Костя Бондаренко, очень актуальненько я так написал, по поводу, что на Майдане будут стоять наши нащадки, сказал Зеленский. А украинцы удивленно спросили, а наши? Просто понимаете, вот эта уния, вы сводите и смотрите на это как на, ну, условно, украинский глобус. Ну, украинское дело, внутреннее. Это не внутреннее Нет, дело Украины. И вы нет, понимаете, в чем дело? Я, опять-таки, нет, я не смотрю, не, Александр, я не ни в провожу коей мере. никаких мыслей, нарративов, но это объективная данность, что условно могут, ну там, россияне, да, и те же белорусы, которые всегда в стороне, всегда очень, да, и те же там другие, ну, как православные, да, с нормальным отношением, ну как, толерировать поход, освобождать. Война может стать религиозной, война может стать за Это освобождение самое мощей. страшное, Александр, это самое страшное, что может произойти, не дай бог этому произойти, очень, ну, не, даже не хочу, это самое, скажу так, э, это глобальный процесс, запущен глобалистскими силами, глобальными силами. Давайте на секунду, раз уж мы на этом решили подводить черту, давайте на секундочку сделаем экскурс. По состоянию до начала войны Украина была самой большой православной страной мира. Внимание! Украина была самой большой православной страной мира. Разделенной на конфессии, ну православной, но самой большой. Если суммировать все храмы и прихожан всех конфессий, православных конфессий в Украине, то их было больше, чем в громадной Российской Федерации. На Западе глобалисты, сатанисты, как угодно их назовите, решили это дело пресечь. Использовали войну для этого, использовали внутреннее противостояние, разделяя власть, кусочек решили унии отдать. На самом деле, вот смотрите, Александр, у них же цель даже не уния, конечно. Это цель уже у католиков урвать, понимаем, да? Ну, это самое. А у этих цель уничтожить всех. Им не надо вера. Им вера не надо, а тем более православная. Не надо. Я, смотрите, тут как бы дело не столько в вере. Я все-таки хочу зацепиться, чтобы и закончить основную часть программы и перейти к вопросам зрителей. А ситуация-то на передовой. А ситуация на фронте. На фронте вот эти православные, у которых там мощи моют, ДНК берут, да, они же теряют, ну, стойкость. Они же теряют смыслы, зачем они воюют. Когда выходит этот мовный омбудсмен, вы тут про латиницу сказали, говорит, да давайте все мы русскоязычное запретим на ютубе, на всех платформах. Давайте там кости святых в этот самый, во Львов. Давайте там вот так переиначим и вот так переиначим. А человек пошел в 22 году воевать. А сейчас мы видим в Днепропетровской области раз село, два село. Генштаб говорит, нет, это все вбросы, неправда. Ну, погодите, погодите. А с фронт, когда осыпется, кто виноват будет? Смотрите, на самом деле мы имеем большие проблемы на фронте. Стоим ли мы в шаге от обвала фронта? Нет.
Но то, что он будет сыпаться участками, это уже мы видим, это происходит. Самое главное, что мы теряем очень большое количество людей. Мы сегодня говорили о цифрах. Я специально сел и пересчитал, опираясь на математику Дональда Трампа. Ну, ему же не русские давали, ему Пентагон давал, да, данные о погибших. Я помножил, и выходит где-то 1 500 000. Ну, вот так вот. Понимаете, потери Да наши. вы что? Так хакеры правда взломали генштаб российские? Это раз. Второе. Еще раз говорю. Нельзя уничтожать устои собственной страны, собственного народа во время войны. То, что происходит с верой православной сейчас в нашей стране, и эти все наругательства, это такая же диверсия, только духовная, как ТЦК на улицах городов с бусиками. Понимаете, это точно то же самое. Ну, никто ж не сомневается, что выходцы с Волыни, вот эти волынские хлопцы, вот, они же вот, ну и вообще, УПА зародилась на Волыни, знаете, да, же это? Вот они. А у меня маленький вопрос. Вот попробуйте кто-то на него ответить. А почему на Волыни такой патриотической, националистической, самое большое количество храмов Украинской Православной Церкви? Ну как так получается, что националисты, патриоты и до москалей входят, да? Ну так же, ну по логике, да, этих, ну зеленых, так по их логике выходит. Дело в том, что традиции трогать нельзя. Нельзя трогать веру, нельзя трогать то, к чему человек с детства приучен. А особенно, когда идет война. Большевики во время Второй мировой войны, да, хай подконтрольную, хай какую ни есть, но они открыли церковь, они вернули доступ к святыням, потому что они понимали, что это должно объединить. А зеленые большевики, наоборот, во время войны это все убивают. Вот и все. Да, друзья, мы подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Кто вместо З? Бу, ну в смысле Буданов, 3%. 5% за, ну в смысле Залужный. Пу, ну все поняли, о ком речь, 44% и 48% пох, лишь бы не он. Вообще, конечно, обидно, что каждый президент, получается, в конце с этим сталкивается, что лишь бы не он. Вот лишь бы не Порошенко, подумала вся Украина и думала, что хуже уже не будет. А оказалось хуже. Оказалась война. Оказалось, ну, Ну, боли и страдания. Александр, мы возвращаемся к тому, что, с чего начинали. Я надеюсь, что после этой кровавой бани, кровопускания этого, что мудрость все-таки овладеет умами наших людей и будут избирать умом, а не там, сердцем, как рассказывали, или эмоциями, понимаете? Но будут ли выборы? Вот в чем вопрос. И цифры ж пугающие. Я откидываю эти 44, смотрит много людей с Российской Федерации, ну, пох, вот это пугает, Мгм. Да. понимаете? Вот это вот пугает. И пугает очень сильно. А на Банковой это смотрят. И пох они засчитывают себе, Да. выстраивая диктатуру, вводя санкции. Я сейчас вам расскажу вообще, что происходит. Э,
Ну, ни для кого не тайна, что Владимир Александрович наследует Владимира Владимировича в методах Иосифа Виссарионовича там где-то. Ну, про Лукашенко он прямо говорил, пока война не началась. Ну, вы помните, да, то есть эти все. Что надо овладеть всеми, абсолютно всеми сферами жизни, в том числе криминальным миром. У нас силовики, ну эти цепные псы, да, там, режима, как мы их называем, они растят своего короля преступного. Они уже на полном серьезе обсуждают, что вот у нас есть один вор, который будет ворам вор, ну, Умка Олейник, который, и другим въезд нельзя, мы будем контролировать, мы будем... Вы понимаете, то есть это чистой воды вот эта история, которую рождали большевики в те времена. Теперь рождают точно так эти. В церковь залезем, в школу залезем, да даже в воровской мир своего вора покрестим, поставим, все это самое, все в порядке. А то, что там СБУ рядом, ну, бывает. Понимаете? И это страшно. Потому что это может, если, возвращаясь к началу эфира, если не будет изменений, если не будет трех батагов, ну, о которых мы говорили, мы можем потерять страну, государственность, людей, а можем получить маленькую диктаторскую зелененькую точку на планете. Да, друзья, переходим к вашим вопросам. Режим Блиц. Игорь Владимирович, поехали. Значит, сообщество YouTube с него начнем. Василий недоумевает. В России крупнейшая корпорация в мире по производству титана. Откуда такая информация, что в России нехватка титана? По производству, а сырья нету, Василий, сырья. Речь не о титановой губке, а о сырье. Сырье под военный титан, так называемый, то, что в военной промышленности используется, это Вольногорский ГОК, который входил в корпорацию, проданную в Азербайджан. Вы можете изучить до войны на крымский завод Фирташей это все шло, в Россию это все шло. Ну, наши пользовались, естественно, Антонова, там, Южмаш пока жив был, ну и так далее. Моторсич. Все, 90% сырья довоенного, это было именно с Украины. Разговор о сырье, а не о титановой губке, которую действительно производит самая большая корпорация, которую, если не ошибаюсь, точно знаю, что это близкий друг Путина, фамилию могу запутать, то ли Чекмерезов, то ли, ну, что-то такое. Значит, следующий вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста. Daily Mail. Расшифрован первый диалог Путина и Трампа при встрече на Аляске. «Я здесь, чтобы помочь вам», — сказал Путин после короткого эмоционального приветствия, передает издание. На это Трамп отвечает: «Я вам помогу». Прокомментируйте. Ну, Александр, я скажу одну. На Аляске было заключено понятийное соглашение. Все. Дальше будем видеть последствия. Я думаю, что увидим мы их в течение ближайших 15 дней сентября. Очень интересно, будет насыщенно, конечно, я с вами согласен. Иван спрашивает, Медведчук как-то связан с Порошенко сейчас? Вы знаете, я не отношусь ни к друзьям Медведчука, ни к друзьям Порошенко, поэтому прокомментировать данный вопрос не могу, потому что общедоступных фактов, ну, нету,
А внутренние, ну, если мы туда доступ не имеем, ну, как я могу это прокомментировать? Игорь спрашивает, здравствуйте. Ну, Игорь, здравствуйте, пользователь спрашивает. По вашему мнению, насколько вероятно, что Диана Панченко подсадная утка для Кремля, агент, работающий на Банковую? И если это не так, то на кой черт все эти нашумевшие списки нужны? Благодарю за ответ. Не хочу комментировать, скажу одной фразой. Українською, з вашого розрішення. Правозахист вибірковим не буває. Правозащита выборочной не бывает. Все, точка. Остальное не хочу комментировать. Владислав, добрый вечер. Высказывание Стерненко о судьбе Зеленского в интервью «Таймс» — это домашняя заготовка, согласованная с офисом потужных, мол, смотрите, нам нельзя идти ни на какие уступки, народ против, вплоть до убийства гаранта. Очень похоже на скрытый посыл, что войну заканчивать на данный момент самоубийственно, и власть, не стесняясь, ставит жизнь Зеленского и компании выше жизни других обычных украинцев. Какое ваше мнение? Ну, во-первых, ставят, во-вторых, от кому-кому, а Стерненку война мать родная. Ну, где у него джипы по 300 штук, охрана, ну и другие ништяки. Ну, он не один такой, там он недавно Олежка опубликовал эту волонтершу одну выдающуюся, которая в Инстаграм выставляла там своих фоток на Мазерати, на Харли Дэвидсон, на других вещах, то есть, а тут же кричит негодяи, донатьте, негодяи, ну, в таком духе. Это люди, если их людьми можно назвать, которые привыкли паразитировать, и война для них это источник обогащения. Значит, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что известно о судьбе Гео Лероса? Народный депутат такой был. Мне неизвестно, но я думаю, что нашли рычаги, через которые его заставили замолчать. Ну, те рычаги ВСУ, он вроде как служил в каком-то подразделении последнее время, но... Александр, это И рычаги, суды, подождите, это ВСУ и какие-то, суды, это какие-то другие рычаги, думаете? думаю. А, Может, цепные псы, может, новые короли улицы, ну, понимаете, да, то есть это... Лина Востроилова из истории Украины известно. Были славно известные запорожские казаки. Были героические в своем роде бандеровцы. А было ли славное советское украинство? Кем стоит гордиться Было. нынешним украинцам? Смотрите, и одно было, и второе было, и третье было. Было. И говорить надо обо всем. Нельзя вымарывать одно, второе, третье. Понимаете? Советская Украина тоже была Украиной. Нравится это кому-то, не нравится. Мне тоже не нравится, что Стуса посадили, и он умер в тюрьме. Мне это не нравится. Мне не нравится, что мусора в Черкасах забили моего земляка, поэта Василя Симоненка. Я на День независимости цитирую всегда его слова. Хай мовчать Америка і Росія, коли я з тобою, Україна, говорю. А, Как зна- в воду глядел. Значит, добрый вечер. Тони Шибаев спрашивает, почему честные и порядочные доктора наук, которые Азов создали, выбрали для своего детища такой же символ, как у дивизии СС Das Reich? Значит, смотрите, каждый в этом символе видит все, что он хочет видеть. Те, кто его избирал, видели совершенно другое. И этот символ есть на Софии Киевской, это эксклибрив, и это перечертание двух букв. Это, по крайней мере, было тогда, когда этот символ появился. Он не был придуман Азовом.
это совершенно другая история. Она тянется к другой организации, другой партии. И к Азову, Азов просто его взял как символ идеи нации. Петр, учитывая, кто уже сегодня берет стойку на выборы России, эти выборы вообще не сулят никаких плюшек. Почему все претенденты проходят кастинг в Госдепе? Потребует ли Москва своего кандидата? Ну, вы ошибаетесь. Москва не сможет, ну, вернее, вы в чем-то не ошибаетесь, а в чем-то ошибаетесь. Смотрите, Москва не может иметь своего кандидата, не будет его иметь напрямую. Но, например, я скажу так, один мой знакомый проводил опрос в Днепропетровской области. И первое место занимает партия мира, Ну, которую подождите, а тут партия Залужного в на втором, рейтинге. на втором месте, кстати. Кто? Нет, Вот партия Залужного. Партия Да, по Залужного на первом месте. Днепропетровской области на втором месте, да. Кстати, «Слуга народа» 0. Это родина, ну, Зеленского, на секундочку. Значит, да, партия мира, да, там Мгм. люди, которые с ней ассоциируются, но не ассоциируются с Москвой. Денис спрашивает, а есть ли, предположим, наконец-то выборы, есть ли серый кардинал или просто человек за мир, который может у Зеленского и Залужного выиграть? Есть, И прям выиграть? да. Кто этот смельчак? Не скажу, Александр. Добрый вечер, Виталий. Посмотрел на телеграм-канале Шелеста видео встречи Зеленского с начальником штаба обороны Британии. Там в воздухе витала напряженность, а искренности в улыбках было меньше, чем в Белом доме. Британцы начали подозревать, что Зеленский опять переприсягнул. Заранее спасибо за ответ. Не думаю. На Зеленского все уже смотрят настороженно. И не потому, что он там переприсягнул или еще что-то, а причины другие. Дело в том, что Зеленский фактически на исходе. Фактически все понимают, что в любой момент это все может надломиться и обрушиться. Александр пишет, Игорю Мосейчуку большое уважение, ведь он один не стал петлять и честно признался в том, что сейчас происходит, есть его вина. Настоящий мужик, пишет Александр. И примерно Спасибо, Александр. и побольше, и такие же сообщения. Вот Олег Борщевский, Игорь нравится все больше и больше, здоровья еще как больше, большей стойкости, земляк, село Карловка. Спасибо вам Да, большое за есть. эти сообщения. Потому что, ну, давайте так, дерьмеца можно написать и можно прочитать много. Ну вот да, а вот хорошее, вот тоже должны быть. Поэтому человек обычно, ну что я буду хорошее писать? А вы напишите хорошее. Это ведь всегда, ну как бы там, зачтется где-то в карме. Вопрос. Как объяснить, что самый простой инстинкт для выживания любого живого существа самосохранения не сработало на украинцах? Спрашивает пользовательница в чате трансляции. А потому що актер погорілого театра облудой, ну є таке слово українське облуда, якщо українці мене розуміють, просто взял весь народ. Ну, взяли и избрали Голобородька, а оказалось зелена гнида. Потерли и увидели. Андрей. В последнее время ухудшились отношения Украины с Польшей, Венгрией и Словакией. С этими странами есть и территориальные претензии. Это совпадение или нет? Это не совпадение. Я скажу так. С Венгрией и Словакией Зеленский провоцирует ситуацию сам. С Польшей, ну,
понимаете, когда в дипломатии слоны в посудной лавке или сибиги на хрустале, то такое и получается. Такое, конечно, может получаться. Значит, вопрос об национальностях вот здесь был, улетел. Значит, почему? Ну ладно, там молодежь почему так национальности, скажем, ну там придает значение. Так люди старшего поколения, это что на них так пропаганда влияет, задает пользователь вопрос. Да вопрос не в национальности, вопрос в пропаганде. Вы абсолютно правы. Среди каждой нации есть порядочные люди, есть негодяи. Да, нации разные, да, имеют свои особенности, свою культуру, свою веру, свои традиции. Да, разные, но это не означает, что одна нация выше от другой нации. Нет, смотрите, Надо, тут, если быть точнее, выросли же люди при СССР, а там же интернационал, все как бы советские люди, граждане ну, разные. смотрите, Откуда у старшего поколения это? на самом деле в СССР при всех моментах сохранялось много национальных традиций. Вот, и я помню Киев, вот этих дядьків в пиджаках на вишиванку, які розмовляли українською мовою, працювали в міністерствах, відомствах. Вони були комуністами, у них були партбілети. Ну, вони були такі, як Хрущов, Шелест, ну, десь так. Щербицький той самий. Шелест, да. Почему, значит, почему бы и не Шелест, действительно? Признает ли Мосейчук негативное влияние Запада на моральное состояние общества Украины? Сергей. Конечно, 100%. Я это никогда не отрицал. Ну, давайте Ну, точку. смотрите, нельзя заменить русификацию на англикизацию или ну, что-то подобное. Ну и давайте точку поставим. Спросите, пожалуйста, Антон пишет гостя. Любовь спасет мир? Да. Кохання врятує світ. Да. Вера Брежнева тоже пела эту песню когда-то. И на самом деле очень хочется пожелать всем любви. И, конечно, ну сейчас затишье определенное перед бурей. Расставляются кулуарно определенные фишечки, определенные, скажем так, наметки, и делается за кулисами большой задел. Именно поэтому Ермак в Дохе, именно поэтому это паломники, эти донайцы, дары приносящие, да, которые там то миллиардик, то еще, там то. Все сейчас готовится к определенному выстрелу, но чтобы его пережить, давайте держаться вместе. Игорь Владимирович, спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Спасибо нашим уважаемым зрителям. И до встречи в следующий вторник. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Будем жить. Увидимся.